Я закодировалась. Каждый человек заслуживает второй шанс. Зачем злые органы опеки пришли и забрали у вас детей? То, что я была выпившая, Как давно вы выпиваете из своих 43 лет? периодически всю жизнь. Я приехал с такой целью забрать детей. А что заставило вас перестать пить? Дети. Ты обижал Сережу. Ты на работу ходишь постоянно в пьяном состоянии. Позволяете себе пить не только дома, но и за рулем. Немного, рюмки 3. Каждый день. Вам нужно включить мозги и помогать. Он, выпучив глаза, всегда орал, как бешеный. Вы же замуж за него собираетесь? Да. А в апреле он пошел каяться, чтобы его приняли обратно в семью и даже на радостях там набухался. Это как? Добрый день. Добрый? Как в этой программе можно сказать такое? Сегодня в нашей студии жительница Забайкальского края Олеся Емельянова. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас произошло? У меня отобрали детей. Они сейчас находятся в реабилитационном центре. Я хочу их вернуть. Муж у меня со своей сожительницей поставили цель забрать детей и выгнать меня из дома. Постоянно плетет против меня интриги. А сколько у вас детей? 2. А как давно вы с мужем не живете? Вы же разошлись? Да, я официально развелась с ним. С ноября месяца он ушел от нас. Вы остались с детьми. Да. А дальше что стало происходить? Почему он ушел? Как бы я у него спрашивала, он сказал, типа, ему не хватало внимания. Я говорю, какое внимание? Дети маленькие. А сколько Ты- детям-то? 6 и 8. Угу. Ты что, грязный, говорю, ходишь, голодный? Какое, может быть, внимание? Может, ему нужно было женское внимание? Ну, может быть, не знаю. Так у вас все в порядке с этим было? Да нет, не очень. Потому что как бы я заступалась постоянно за детей, и после таких скандалов как бы не желание... Что значит, вы заступались за детей? Старшего вот сына Сережу, он постоянно пытался ударить. Угу. Пытался или бил? Ну и бил. Младшая Арина просто, он ее никогда не трогал, она просто боялась его крика. Он, выпучив глаза, всегда орал, как бешеный. Ну, детям все-таки 6 и 8, и он прям с рождения на них орал, что ли? На Сережу, да. А почему так? Ну, не знаю, вот так он воспитан. Я постоянно с ним из-за этого ругалась. Сережа только пошел, когда писался еще в штаны. Как бы ребенок еще не знал, что такое горшок. Он на него за это кричал. Тот глазами на него хлопал, смотрел, за что на него ругаются. Давайте все-таки... А бить-то бил все-таки? Да, хочу по попе понять. его бил. Давайте сейчас все-таки ваши отношения с мужем отставим в сторону на время. А я просто хочу понять вот что. Вы с ним разошлись, он ушел. На детей орать некому. Дети с вами. Вы наседка, как я понимаю, раз мужу внимания не оказывали, а детям все внимание. Так зачем злые органы опеки пришли и забрали у вас детей? Какие были основания у них забрать у вас детей? То, что я была выпившая. Вот. Да. Вы пьете? Ну да, было. Нет, не было, а было. Было. И сейчас пьете. Нет. А как давно Я вы- вылечилась, закодировалась сильной кодировкой. Сколько вам лет? 43 в этом году будет. Ну и как давно вы выпиваете из своих 43 лет? Ну, периодически всю жизнь. Всю жизнь. Это проблема? У вас проблемы с алкоголем? Не получается, да, раз детей забрали. Еще соседи там такие вот. Ну, то есть на вас Доброжелательные. нажаловались соседи? Соседи позвонили администрации нашей опеки местной. Опека позвонила мужу. Муж, хотя сам был в нетрезвом состоянии, она ему сказала, езжай, забери детей. Опека сказала? Да, Он забрал? да, он приехал, забрал. А потом ему, как с Хилка, опека сказала, привози их сюда, они побудут пока в больнице, типа, потом мы тебе их вернем. Сейчас мы ее лишим. Угу. То есть, подождите, опека подала на лишение прав? Нет еще. Нет еще. Нет. То есть, по идее, договорившись с мужем, вы детей можете забрать, нет? Я не хочу с ним договариваться. Я А даже опека ему- вам что говорит? Какие их дальнейшие действия в отношении вас? В реабилитационном центре сказали, сейчас с ними будут работать психологи.
если будет заключение в мою пользу, значит, детей отдадут мне, и я имею право подать на лишение его родительских прав. Его. Да. А если экспертиза будет против вас? Если будет против меня на его стороне, то же самое, он может подать на меня лишение. Скажите вот что, когда вы жили с мужем, кто семью обеспечивал? Ну, как бы муж работал, А вы? но мы... Нет, я с детьми. Мы сильно денег-то его не видели. И когда дети родились, я подала сразу на обоих на алименты. Мы жили на алименты на эти. Подождите, в браке? стоп. Да, Браки в подали браке на алименты? жили на алименты и на детское пособие. А он что делал? А в это что время? он там зарабатывал, как бы тратил на свои нужды, на запчасти, на бензин и То есть вы на тому просто взяли подобное. и при рождении детей поделили его зарплату Да. гарантированно пополам, Да, чтобы вам получать деньги от него, не клянчить, а получать от Да, государства. А Понятно. пили на что? На алименты или на его заработок? ну он еще колымел. Ну, то Нет, есть вот он вы- наколымил, и вы на это выпили, да? Да. А сейчас он пьет? Да, сейчас он пьет. Вот в конце апреля он пришел к нам с детьми с повинной. Хотели квартиру продать. Он узнал, что я нашла покупателя на квартиру. И вот в этот момент он пришел. Я хочу с вами жить, я даже согласен с вами поехать. Хотя он до этого категорически говорил, что я никогда не уеду с Макзона. Я спросила у детей, дети говорю, что, будем папу прощать? Ну, они как бы еще маленькие, для них папа, ну, любят они его. Да, мам, говорит, мы же его любим, давай простим. Ну, вот и приняли его. И что было дальше? А что было дальше? 30 апреля был день пожарной охраны. Он приехал с друзьями, с выпивкой. А он какое отношение к пожарной охране имеет? А он работает в пожарной части водителем пожарной машины. И бухает. И бухает. Там вся пожарка бухает. Ну, не остановит же полиция пожарную машину. А там ее нету у нас полиции. Вообще прекрасно. Будут убивать, и некому даже пожаловаться. А органы опеки есть. Там, где полиции нет, а опека все равно есть. Все-таки вернемся к тому, что хорошо, значит, и вот 30 числа вы сели с ним бухать за пожарную охрану. Ну да. Вдвоем. Нет, он с друзьями, с другом приехал, с пожарником. И чем кончилось? А, они потом уехали. Приехал 1 мая. Начал на старшего ребенка кричать. А Сережа сказал, как бы он же не жил до этого с нами. Сережа такой, он может, ну, как бы в глаза все сказать. Он говорит, ты вообще что орешь? Ты здесь никто. И вообще забирай бутылки, друга и уходи. А он сказал, типа, ну, матершинным словом, я сейчас, типа, тебя это отлуплю. Я вступилась, он соскочил. Ну, прилетело мне и телефону. И он потом психанул, развернулся, уехал. И все. Да, потом в какой-то момент я, видимо, легла спать. Зашла моя соседка, сфотографировала меня пьяную. Пьяную. Там бутылки стояли, да. И тогда А же это его приехал. бутылки были? Ну, конечно. И позвонила вот в органы опеки в нашу Макзонскую. Слушайте, я не понимаю одного. Если он пьет, у него новая женщина, зачем ему дети-то нужны ваши? Зачем? Ему кредиты нечем платить, у него 3 кредита. А на какую сумму? Вот он машину брал, получается, это на 500 000 она сейчас вот как вместе с кредитом. И еще 2 кредита. Один брал на ремонт, он ее пьяный разбил, хотя брал для А семьи. там сколько? 76, а вот третий я не помню сколько. Давайте посмотрим, мы у вас в гостях же побывали. Да. Посмотрим, как вы жили с детьми и куда вы ждете их, чтобы они вернулись. Это дом наш, где я живу с детками, которых сейчас незаконно вот забрали. Это комната Сережи. Вот его игрушки, шкаф, вот вещи у него. Не могу без них. Волком охотовой тишина. Это кухня. Мы здесь вот с детьми кушали, готовили. Тут был кухонный гарнитур. Я хотела уехать вместе с детьми, продать дом и как бы вот и начала продавать мебель и уехать в город Барнаул. Это комната, где мы спим сейчас с дочерью. Муж ушел, дочь спит со мной, потому что она боится спать одна. Боится, что папа в любой момент ночью или днем придет и напугает.
Это комната дочери. Вот делала открытку мне, сама писала. С днем рождения, мама. Скучаю я очень, когда вот детки мои обниму, она-то меня вообще колокольчик, как она смеется. Ой, быстрее бы вернуть их домой. Дети не должны быть без матери. Да, я понимаю, что я пила. Вот в этом только моя ошибка. Болезнь или ошибка, не знаю. Но я закодировалась. Каждый человек заслуживает второй шанс. Детей у вас первый раз забирают? Нет. Не первый. Нет. А А что же вы сколько нам раз сразу не забирали? сказали? Сколько раз до этого детей забирали? Один раз. Когда? В 19 году. Почему забрали детей? Были не в трезвом состоянии. Оба. Да, оба. Долго они были в реп-центре, вне семьи? Нет. Сколько? Месяц. А почему вам их вернули обратно? Я легла в Чите, в реабилитационный центр. Угу. И их вернули мужу. Он съездил, их забрал. Был Но с не ними. помогло. Скажите, вы серьезно думаете, что вам какие-то заклинания какого-то псевдоврача помогут? Нет, она в реп-центре. Нет, и не помогло, я говорю. Не, а сколько вы были А в сейчас реп-центре? кодирование вам поможет? Сколько вы в реп-центре были? 3 месяца. 3 месяца. А он в это время был с детьми. Да. Вот вы вышли из реп-центра, сколько не пили? Года 1,5. А потом почему сорвались? Ну, думала, маленько выпью. Угу. И не смогли остановиться. А То вы есть- детей-то в реп-центре навещаете? Нет, они пока были в больнице, их вот недавно в пятницу в Тулу увезли. А в больнице можно было навещать? Да, я приезжала, что они просили, вкусняшки привезла им, одежду, помыла их, там переодела. А муж ваш бывший приезжал? Навещал их? Нет, он вот был, когда только привез их туда и все. Давайте с вашим мужем поговорим, бывшим. Максим, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Ну, Олеся, я приехал с такой целью забрать у тебя детей, Откуда? так как я устал уже. От чего Откуда ты вы устал? хотите детей забрать? Из реабилитационного центра. А вам не кажется странным приехать в Москву из Забайкальского края, чтобы забрать детей из реабилитационного центра? Вы пьете? Ну, выпивал? А сейчас? Нет. А что заставило вас перестать пить? Дети? Дети? Да. А сколько лет у вас уже дети? 8. Но и тем не 6. менее вас это не останавливало? Ну, как бы, можно было выпивать-то не так уж немного-то, можно где-то в праздник выпить. То есть у вас проблем с алкоголем никогда не было? Нет. Вы только в праздник выпивали? Да. Почему жена ваша сказала, что вы хоть и работаете водителем в пожарной охране, а позволяете себе пить не только дома, но и за рулем? Нельзя такого за рулем, как я буду пить. А почему вы расстались с Олесей после 10 лет брака? Ну, как бы уже жизнь не та стала у нас. А какая была? Мы раньше любили друг друга. А потом не перестали. Да, вот, но как-то уже отдалились друг от друга. Я приходил только домой переночевать. Потому что я с суток шел на вторую работу, 3 суток там И что? работал. И что? Ну, не ценила она, потом перестала ценить это. Я ругалась постоянно из-за того, что ты обижал Сережу. Ты постоянно Ты ругался постоянно из-за того, что, я меня ругалась. дома не было. Я ругалась из-за Сережи, то, что ты обижался. А зачем вы обижал Сережу его. обижали? И я перестала даже спать с тобой в одной комнате, спала с Ариной в комнате. Я его не Почему вы обижал. Сережу обижали? Я его не обижал, я его воспитывал. Он может где-то психануть, где-то накричать на мать, на меня. И? Ну, где-то я тоже на него голос повышаю. Ему сколько лет? 8, А вам? 41. А как вы думаете, где он научился голос на мать повышать? Ну, вот не знаю. От Вам тебя. рассказать, где? Потому что у него есть такой папа, который на маму голос повышает. Ты при них меня Вот он у материл. него и научился на маму голос повышать. А вы сейчас не один живете? Нет, А там ценят? ценят. А как это проявляется? Ну, это видно, что человек меня любит, уважает. Как зовут человека? Елена. Елена. У Елены свои дети есть? Есть сын. Сколько? Сын. Да. Он с вами живет сейчас? Да. А лет сколько сыну?
16. Подождите, а ваши дети сейчас в реабилитационном центре, а вы живете с сыном ее? Да. Вы какую-то бумагу писали? Писал, что я согласен, чтобы дети были в Искре, в Боде. То есть вы добровольно написали, что на какое-то время вы согласны с тем, чтобы дети были в реабилитационном центре? верно? Да, сказали, что будет работать психологи с ними. Как давно они там? С 4 числа. 4 чего? А вы такую бумагу писали? Мая. Нет. 4 мая. За это время вы хоть раз их навестили там? Навестил. Когда? Сколько раз? В Хилок я ездил Сколько раз? 1 раз. Мы так выяснили, что вы с женой подбухивали. А с нынешней сожительницей вы пьете или нет? Нет. Вообще не пьете? Ну, немного. Рюмки 3. Каждый день? Ну, почему каждый день? Только по праздникам. А у вас праздники часто? Нет. Ну, просто день пожарного там или еще кого-то, я не знаю. Нет, не часто. Давайте мы посмотрим, как вы живете и куда хотите, собственно, детей забирать. Это дом, где я живу со своей будущей супругой. Я хочу забрать сюда своих детей. Когда вот я Арину заберу, эта комната будет для Арины. В комнате очень тепло, есть печка. Ариночке здесь холодно не будет. Будет спать пока на этой кровати, а в планах у нас с Еленой мы купим ей новую. Вот эту комнату я хочу оборудовать для Сергея, для своего сына. Шкаф будет новый. Я Сергею и Арине куплю все новое. Это моя будущая супруга Елена. Тебе может чем помочь? Нет, спасибо. Давай хоть чай приготовим. Приготовь. Давай. Здесь у нас на фотографиях Ариша с Сергеем в Чите. Тут Сережа Школу пошел. первый класс пошел. Сынок, он весь папу, он любит пожарные машины. Он и на папиной машине уже ездил, и в пожарной машине ездил. Детей я заберу. Я потому что я говорю, хочу полноценную семью свою, чтобы у меня была полноценная семья. Но он не спит, он не ест. На работе он по детям скучает, постоянно плачет. Так в том-то дело, я переживаю, как они там. Такое ощущение, что вы живете только в будущем времени. Это моя будущая жена. Вот тут будет стоять будущая кровать моей дочки. Да. Вот тут будет у меня в будущем вот это. Вот тут, понимаете, что такое быть готовыми к воспитанию детей? Вот если вы нам сказали, это наша жена, это моя жена, которая готова, чтобы эти дети пришли сюда. Вот кроватка для девочки, вот кроватка для мальчика. Вот здесь тренажеры поставил, вот здесь огород спахал, вот здесь... Да, вот я бы поверил, что вы хотите детей. А вы мне рассказываете сказку про белого бычка, как оно завтра будет. Я хочу, чтобы мать Олеси пришла сюда, Клавдия Иннокентьевна, и сказала, что она, как мудрая женщина, считает, что вот с ним-то как раз детям жить нельзя. А вот как детям жить с ее дочерью, которая продолжает бухать, это мы сейчас выясним. Клавдия Иннокентьевна, идите к нам. Здравствуйте, Здрасте. студия. Ну и что? Добился? Ты добился? Чего добился? Чего добился? Что детей забрали? А вы же Ты сделали, с ней не я. разошелся и постоянно приезжал туда с бутылками, с друзьями. За счет тебя напьет. А, конечно, всегда. Теперь я виноват. Ты вообще алкоголик. Ты на работу ходишь постоянно в пьяном состоянии. МЧС. Я доберусь до МЧС. Ты не должен там вообще работать. Какой ты пожарник? Клавдия Иннокентьевна, садитесь, пожалуйста. Бессовестный. Клавдия Иннокентьевна, вот вы обвиняете его в том, что ваша дочь из-за него пила. Но она нам сказала, что пила-то она гораздо раньше, чем с ним познакомилась. Пила. Ну, Так он она здесь всю при жизнь чем? пьет? Ну, не то, что всю жизнь, как эти... Пьет, перестанет. А он? А он ушел из семьи, А до того, как он ушел? тоже пьяный. Особенно, если он в отпуск идет, какие-то праздники, все это устраивает. А дочку он вашу бил? Да.
Он, знаете, кого сильно бил? С год и 4 он начал бить ребенка, Сережу, сына. Я с ним всегда за это боролась. Если ребенок, горшок стоит, и ребенок в колготке написил, он мог бежать по дому, топать ногами, папа, и ударить его по попе вот своей тяжелой ногой, по спине, по попе. И Сережа вот сейчас в данное время, он такой взрывной. Прямо вот он понимает, что надо обращаться с людьми как бы агрессивно. Потому что с ним так обращались. Я смотрю с позиции матери, психолога, коуча, и для меня вот эти фразы, когда уже мальчик ведет себя агрессивно. Здесь, конечно, я надеюсь, в репцентре квалифицированные специалисты, которые установят, посмотрят и выявят признаки, чтобы с этим надо работать. То есть это даже не один день, не один месяц. Это вообще глубинная работа. И вам всем, родственники, друзья, новые подруги, вам нужно включить мозги и помогать. Вы сожительницу-то его новую знаете? Нет, ни раз не видела. По разговору поселка я спрашивала, что за женщина, И что соседи говорят? что она загубила ребенка. Какого? В общем, у нее сейчас есть сын 16-летний. Было 2 детей. Один младенец, будто как она задавила его в постели, младенца. А второй ребенок купался, и в речке что-то вот шея или позвоночник, и его нужно было лечить, отвезти куда-то в Новосибирск. Школа собрала деньги, поселок собрал деньги. Она эти деньги размотала, и говорят, что ребенок-то неплохой сам мальчишка был. Но лечения не дали, он погиб, он так и не отвезла она его. И вот еще один вот мальчик. То есть 2 детей у нее умерли? Да. Вы считаете, что с Максимом детям оставаться нельзя? Нет. Еще с такой... Понятно. Женщиной. А с вашей дочкой можно? Честно. Честно, вот как мать, она хорошая. Только пьет. Да. Мы вот закодировались. Господи Это Боже. вам потом доктор в конце программы все про вашу кодировку расскажет, хорошо? А мы не за 2 рубля закодировались. Как они кодировались раньше, 2000, там, 1000 Вы сейчас подороже платили. закодировались. Да. Какая кодировка? Считайте, что вы эти деньги псу под хвост выкинули просто, и все. Давайте дальше. Мы пообщались с сотрудниками опеки на тот предмет, с кем же должны дети жить и почему они сейчас в репцентре. Посмотрим на экране. Почему дети были помещены в реабилитационный центр? Это было по заявлению отца. Реабилитационный центр, он попросил помощи, получается, отец, чтобы с детьми провели, работу психологи. Да, я выезжала и видела все ситуации и в той семье, и в его семье. Скажите, а соответствуют ли условия жизни? На момент, когда я была, да, соответствовали. Было в 22 году. Ранее нам звонили родственники данной гражданки, которые нам сообщали о конкретных ситуациях, что она находилась в алкогольном опьянении. Отец Максим Емельянов, он выпивает? По этому поводу он у нас не был замечен. На момент, когда ребенок остался с пьяной матерью, отец мог забрать детей к себе спокойно. Сейчас работают психологи с детьми и выявляют факты. Действительно, были там моменты некоторые в отношении детей. Я так понимаю, что психологической экспертизы никакой не будет, а просто психологи расспросят детей о том, подвергались ли они насилию в семье и с чьей стороны. Вот и вся история. Вам никто не мешает. Никто не мешает забрать детей к себе не завтра, написал. а сейчас. Так он сам написал. Так я про это и говорю. А скажите, пожалуйста, с кем детям будет лучше? Вы сестра, как я понимаю. Да, я сестра, здравствуйте. Родная Олесина сестра. Конечно же, я считаю, что с мамой будет лучше. Естественно, ее бы вылечить. Как мать, она очень заботливая. А кто ее должен вылечить? Я не знаю, я этим займусь.
Потому что... А она хочет лечиться? Олесь, к тебе вопрос. Да. Она не пила очень долгое время, пока вот Полтора эта года. личность... Вот, 1,5 года она не пила. Если вот это... эта личность начала приносить домой алкоголь. Причем сам приходил бухой, приносил спиртное. Вот извините, а вы видели? Извините, Есть- видела, мне есть доказательства? рассказывали. Я Мне видела. весь Где? Макдон рассказывает. А Я вы- тебя не извиню. Откуда потому что, вы знаете весь потому Макдон-то? что ты опять приперся. Жил бы со своей алкашкой. Зачем ты к ней пришел? Ты зачем? Скажи, пожалуйста, какая у тебя цель? Ты узнал, что я нашла покупателя, и ты приперся, вы там с ней план составили специально, чтобы забрать детей, забрать квартиру, меня выкинуть. Вы нам показывали свою будущую жену вот на экране. И говорили, что это ваша будущая жена. И как вам хорошо жить сейчас с ней. Но в апреле вы пришли к своей бывшей жене и просили принять вас обратно. Какая логика-то здесь? Я вас люблю, я даже с вами уеду. Ты так говорил. Вот объясните, пожалуйста, зачем вы это Что за сделали и цель-то? знала ли ваша, куда вы ушли? Ну, знала, конечно. А зачем Олесе сказали, что если она на программу поедет, вы ей дом подожжете? Ну, мне это надо, ее еще дома Ты поджигать. меня мне обозвал, сказала, ты матом обозвал. Она мне Мама позвонила, у меня была. Оксана, говорит, представляешь, он мне сейчас позвонил, ее трясло, я по телефону это прочувствовала. Подождите, я хочу позвать сюда Елену Что я Борисову. сожгу? Елену Борисову, как говорит Максим, будущую жену, которая должна объяснить нам просто очень. Первое, действительно ли с ее детьми случилось такое, о чем говорят соседи? И второе, и это главный вопрос, знала ли она, что ее будущий муж пошел к своей бывшей жене для того, чтобы с ней помириться, и дала ли она на это добро? Давайте ее и позовем. Елена, идите к нам. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Александр, Юля. Олесь, ты хочешь показаться хорошей, белой, пушистой? Не выйдет. От такой матери, как ты, надо детей-то забирать. Ты на себя посмотри. А ты, что на меня ты моих смотреть? детей хочешь забрать, чтобы так же, Нет, как а что своих, на меня в могилу смотреть? загнать, на кладбище. Они тебе не нужны, вам только кредиты платить. Да ты что, Да. ты в этом уверен? Я своих детей не загоняла Да никуда. что ты говоришь? Тебе вся школа деньги собирала, Мне- а ты у Зайцевых покупала всякую ерунду и к нему раз в неделю ездила. Я там была постоянно. Если бы я раз в неделю ездила, меня никто бы не научил работать с аппаратами ЭВЛ, и мне ребенка бы не отдали. Ладно, люди просто так Но- говорить не будут. Я все-таки другие вопросы хочу у вас выяснить. Вы же замуж за него собираетесь? Да. А в апреле он пошел каяться, чтобы его приняли обратно в семью и даже на радостях там набухался. Это как? Он не набухался, она ему бутылку поставила, чтобы он похмелился. Он вам строит глазки, живет с вами, рассказывает нам, что вы будущая жена, а сам возвращается к своей бывшей и говорит: простите меня, я теперь хочу жить сделал с вами. глупость. А? Сказал, сделал глупость. Это он вам так сказал? Да, А вы поверили? поверила. И значит, это она ему бутылку поставила, а не он ей принес. Но она, А вы откуда это знаете? с его слов. Ага. Потому что денег у него не было на тот момент. Так он Во-вторых, шпалу кредиты. продал. Какую шпалу он продал? И на эти деньги принес выпивку в дом. Я вот, какие Это шпалы я смотрите. продал, я их сам, я купил в прошлом году. И продал ее. И продал. Что вы 5000 написано? отдал ей, вот так зашел на стол положил. А Слушайте, что меня- такое, Друзей полный такое шпалу? Это что? Железнодорожная. А что, это вы шпалы воруете? Нет, Почему ворую? Я сам их купил. Олеся об этом прекрасно Где вы знает. их купили? У соседки, у бабушки она уезжала. У бабушки? А зачем У вы них метро? нет полиции, у них бабки воруют шпалы, у них пьяные пожарные. Подождите, Мы вообще а про вам кого говорим? шпалы Где зачем? это? Вы метро строите в деревне, что ли? Нет, хотел гараж 3000 построить. населения, нету вообще ни одного оперативного человека. Мы, конечно, со всеми 3000 поговорить не смогли, но с соседями вашими поговорили, поскольку они всегда лучше всех все знают. Давайте посмотрим. Она очень хорошая. Правда, она хорошая, она за ними так, как курица около них. Ну, муж у нее, он все это вредится делает. Если она злоупотребляет алкоголем, что детей забрали, как она может быть хорошей? Ну, я считаю, что такой матери не стоит возвращать детей. Зачем? Чтобы дальше так продолжалось? Что она зачем так делает? Ну, говорите одно, да потому, если она первого ребенка, первого продала. Говорят мужу своему, он ей откупился, забрал, она родила, он сразу ей деньги Он же отдал. хотел. Что говорить про алкоголиков? Ну, Лично мое мнение, пусть не Бог просит, что детей у меня забрали, как класс, как пара. Я вообще не могу. Это же еще как бы давно. По-моему, ребенку старшему Сереже 2 месяца было,
Когда у них забирали его, она его чуть не задавила, на нем спала пьяная. Если она ушла в загул, она может по несколько дней детей не кормить. Но у детей, например, мне лично кажется, что у них уже анорексия. Я лично считаю, что нельзя детей брать. Нельзя. Они угрозу для детей несут большую очень. А она в это время, пока детей нет, она сейчас все продает. И велосипеды, все детское она продает. Значит, ей чихать на детей. Сурово. Скажите, пожалуйста, я ведь вам задавал вопрос, сколько у вас детей. Вы ответили 2. Сколько у вас детей? 3. 3. Мгм. А кто? 3? 3. Да. А 3. кто еще? Есть старшая дочь. А сколько ей? 23. А где она? Но она живет своей жизнью. А? Живет замужем, у нее 2 детей. Она давно с вами не живет? Но она жила с отцом С какого возраста? с 2 лет. С 2 лет? Да. А вы когда ее последний раз видели? Ну, как бы... Ей 23 года. Вот она недавно родила Когда вы девочку. ее видели последний раз? Наверное, месяц назад. Месяц назад? Да, месяц-полтора где-то так. Ага. Ей А сколько 23 ей года. было, когда ее от вас... 2 года. 2 года. Ей 23, я спрашиваю. Да. Дело в том, что Валерия, так зовут вашу первую дочь, с нами на связи. Сейчас мы узнаем, сколько ей лет. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, Валерия. Отлично. Здравствуйте. А сколько вам лет, Валерия? 21. 21 год? Да. А когда вы маму видели последний раз? Ну, я с дочкой лежала где-то месяц почти в больнице. Ну, где-то месяц назад, где-то, может, 2 месяца назад ее видела. А до этого? Ну, а до этого мы с ней особо не общаемся. А как вы узнали, что у вас есть мама? Расскажите. Ну, поначалу, как бы, мне бабушка с отцом рассказывали то, что она бросила меня, что она есть на самом деле. А сколько вам было, когда она вас бросила? И где она вас бросила? Ну, я тогда совсем маленькая была, я ее не помню совершенно. Какая она вообще была, мне только по рассказам говорили, что она есть. Операцию мне уже, когда отец делал, ее уже не было, как бы, А что за операция? порог сердца. А что там за история с деньгами на эту операцию? Ну, вот мне рассказывали, что папа копил деньги на операцию, он тогда лесом занимался. Хорошо получал, и вот как мне нужна была срочная операция в Новосибирске, что вот он накопил эти деньги, собирал, а она их украла. Мама. Да. И с этими деньгами исчезла, я так понимаю, из вашей жизни, да? Ну, вот я в тот момент, я не помню, совсем маленькая была. Хорошо, но когда вам было 16 лет, вы же помните, да? Это когда вы с мамой, собственно, лично познакомились. Расскажете? Да. Шла с магазина, и идет навстречу женщина с ребенком. Говорит, я твоя мама, хочешь познакомиться с сестрой? Я глаза выпучила, у меня аж сердце в пятки убежало. Я домой прибегаю, говорю, папа, ко мне какая-то тетенька прицепилась с какой-то сестрой. Он мне давай говорит, что это мама твоя. То есть вы рядом живете? Да, а я знала, что она в поселке живет, но ни разу ее вот не видела за 16 лет. А она как-то объясняла вам, что произошло, почему она ушла? Ну, была молодая. А как вы считаете, вашей маме нужно отдавать детей, вот вашего брата и вашу сестру? Ну, я бы, честно бы, я бы не отдавала. Сколько раз у нее детей уже забирали, и психика у детей ломается, то, что забирают, возвращают, это же плохо. Вот сейчас не хотите дочке сказать на самом деле, Олесь, почему так произошло, что она выросла и живет без вас? Ну, как бы папа ее на 22 года старше меня. И что? Ну, была молодая, глупая. Раз не пришла домой, 2 раз. На 3-й раз он меня просто не пустил домой. А почему вы домой не приходили? Ну, гулять, видимо, охота была. А лет вам сколько было? Ну, легко посчитать. Ну, судя по тому, что 21 вам год сейчас 43, а ей Нет, 22 21, даже. вам было 22 года. Это же не 15? Алименты вам были назначены? Нет. Нет? Нет. А сами вы как-то участвовали, я имею в виду финансово, в жизни дочери? Нет. Ну, вот смотрите, как получается, интересно. Валерия, Подождите, вы, находясь в браке с Максимом,
решили сделать так. Подать на него на алименты в браке, чтобы деньги были гарантированы. В это время у вас растет рядом с вами ребенок, которого мало того, что вы не видите и не общаетесь с ним, вы еще ни копейки на ее жизнь не даете. Это как? Валерия, вы, кстати, на маму на свою обижаетесь? Уже нет. Вы молодец, что маму простили. Нечего вам этот груз внутри себя носить. Так что молодец. Спасибо, Валерия, большое. Берегите себя, детей берегите. В этой истории столько вранья, давно не видел на самом деле. Просто вереница. Каждый по-своему врет и преследует какую-то там эфемерную правду. Дети будут защищены в вашем случае только государством, потому что ни амеба видный папа, так называемый, не сможет им обеспечить ни безопасную, ни счастливую жизнь, ни Олеся, мама, которую, знаете, до последнего я сидел еще и думал, как же вам помочь, что можно такого сделать, чтобы как-то, действительно поддержать. Я думал, там, может быть, действительно вас муж там как-то сбивает с истинного пути бывший. Но послушав вашу старшую дочь и узнав все обстоятельства ее, так сказать, детства, знаете, жутко даже стало. У вас не дрогнул ни один мускул. У чудо-бабушки любящей и тети тоже совершенно по барабану. Поэтому, вы знаете, если органы опеки сейчас не примут, допустим, решение оставить воспитание на государство, то я вас уверяю, после передачи они будут дежурить просто под вашими окнами. Я прослежу за этим. Все обстоятельства изложенные, увиденные, они встанут в любом случае на контроль в Народном фронте. Мы разберемся и поможем. Но я считаю, что Олеся, если она найдет в себе волю, я почему-то считаю, что сможет она преодолеть эту свою зависимость. И пока дети малолетние, они должны находиться с матерью. Но опять же, пусть ему этому оценку дают на местах и органы опеки, и орган прокуратуры, а главное суд. Надо закрыть вопрос с этими кодировками и вообще этим представлением о том лечении, которое вы прошли. Так их надо запретить просто законодательно в стране. Во-первых, они не разрешены. Как обычно, и вам предлагаю пройти полный курс настоящей медицинской, наркологической, стационарной терапии. У меня в клинике. Вы получите направление прямо по завершению мотора. И вы. И посмотрим на практике. Добро пожаловать на лечение. Нет никакой кодировки, запомните это. Нет такого метода. Скажите, они же показывают лицензию, что они там, разрешение у них на это. Я вам сейчас нарисую. И вы говорите, что вы не пьете вроде как, все у вас хорошо. Всю они вам такую же лицензию транслируйте же это. Вам доктор предложил помощь. Соглашайтесь. Вы это сейчас ваш стоите, единственный кстати, шанс. вы оба, если хотите того, о чем говорили в этой студии, то есть, чтобы дети жили с вами, вы оба стоите сейчас на низком старте. У вас есть цель забрать детей. Старт этот. Доктор вам предложил. Вы Кто пойдете, первый согласна? добежит эту дистанцию, тот детей и получит. Тогда я ради них на все согласна. Но я должен вас предупредить, поскольку ваш-то уже подсуетился, не своим умом, конечно, а желанием органов опеки. Пишите такую же бумагу. Вам надо написать, что я прошу поместить детей в реабилитационный центр, пока я прохожу реабилитацию от алкогольной зависимости. Посмотри на ее глаза. Я повторяю еще раз. Пока у вас написана такая бумага, выйти в суд органы опеки на лишение либо ограничение вас в родительских правах не смогут. Потому что вы честно признались государству, что в данный конкретный момент вам требуется помощь государства. И в этом случае государство не будет вас лишать прав. Оно вам поможет, взяв на время детей. А вы сможете пролечиться. Она избивала до крови, разбивала мне нос. Не кормила, особенно когда пьет. Работать заставляли. Работать как? Маленький ребенок, коли дрова таскает уголь, это нормально раз. А кто из вас первый решил уйти? Я ушел. А куда? К бабе. Почему нельзя было Почему сразу? сразу не пойти к бабушке жить? У меня судимость у бабушки. За наркоту. Не употреблял, только Нет. продавала? Да. О, бабка у вас. Ты навалил, извините меня, в 7-летнем возрасте за кровать. Я дала ему хорошего дрозда дала. Она меня завела в комнату и начала бить. На горох ставила. У тебя что, от вина уже совсем кукушку замкнула? И когда я сидела в тюрьме... Меня набило. Как? Чаще всего костылем ремнем. За что?